Привет! В предыдущем видео мы с тобой научились строить один из видов трусиков бразильяно. В этом видео мы продолжим учиться строить эти трусики. Только сегодня будем строить на основе двух базовых выкроек. Первая выкройка – это базовая выкройка трусиков. Вторая выкройка – это базовая выкройка трусиков-шортиков. Как такие выкройки построить, ты найдешь ссылки в описании к этому видео. В чем же отличие этой выкройки от предыдущей? В первом случае мы получаем более классическую V-образную форму для задней части трусиков, которая открывает нижнюю часть ягодиц. Второй вариант, который рассмотрим сегодня, позволяет сделать более плотную посадку, которая по своей конструкции напоминает трусики-шортики. Но задний шов при этом проходит более плотно между ягодицами, что сильнее подчеркнет ваши формы. Итак, как я уже сказала, будем моделировать трусики на основе двух базовых выкроек. Первая выкройка – это базовая выкройка трусиков. Нам здесь потребуется только передняя половинка. Что мы с ней будем делать, далее покажу. Я буду строить через кальку, вы можете на своей базовой выкройке. Итак, для начала находим точку А1. Из точки А1 прорисовываем прямую вертикальную линию по линии изгиба к точке К. Из точки К откладываем вправо 2-2,5 см по кривой линии К2. Ставим точку К3. Обозначаем верхнюю точку перпендикуляра для передней проймы. Находим точку Б. Находим точку Т1. Отрезок Т1Б – это линия бочка, где точка Б – это крайняя нижняя точка. Точку Б можно поднимать выше в зависимости от модели наших трусиков. Можем оставить ее в начальном результате, либо поднять выше. Насколько поднять ее выше, определяйте самостоятельно. Я подниму примерно на 4 сантиметра. Поднимаем ее по нашей линии к точке Т1. Поставим дополнительно точку B1. Соединяем точку B1 с верхней точкой перпендикуляра и точкой К3 плавной вогнутой линией. Соединяем таким образом, чтобы в точке К3 угол был 90 градусов. Далее. Отрезок А1, Т1 – это верхняя линия наших трусиков, то есть это максимальная высота их. Эту линию мы можем опускать параллельно вниз. Для того, чтобы определить, насколько нам необходимо опустить эту линию, мы из точки Т1 должны опустить вниз к точке B1 определенное количество сантиметров. Находим эти сантиметры, измеряя от талии по линии бочка вниз. Измерили, сколько нам необходимо опустить. Запоминаем результат и откладываем его из точки Т1 к точке B1. Поставим точку дополнительно Т2. Соединяем точку Т2 с точкой B1. Теперь это наша линия бочка. Необходимое количество, которое опустили из точки Т1 к точке B1, также опускаем из точки А1 вниз по линии изгиба. Ставим точку А2. Соединяем точку А2 с точкой Т2 плавной вогнутой линией, таким образом, чтобы в точке А2 угол был 90 градусов. Из точки К необходимо отложить вверх высоту ластовицы. Обычное значение
высоты ластовицы 8-10 сантиметров, но вы можете ее сделать выше, если вам будет неудобно с такой высотой. Поставим точку H2. Из точки H2 откладываем вправо горизонтальную линию до пересечения с линией проймы. Поставим точку H3. Итак, мы скорректировали переднюю половинку, уменьшили высоту ее, также скорректировали линию проймы, определили, где у нас ластовица. И теперь можно перейти к моделированию задней половинки. Вот наша базовая выкройка шортиков. Итак, на базовой выкройке из точки Т1 мы откладывали определенное количество сантиметров. Теперь это количество сантиметров необходимо отложить из точки D2 на линии бочка наших шортиков. Линия бочка это D2, D1. Из точки D2 откладываем вниз необходимое количество сантиметров. Поставим точку D3. Далее, теперь смотрим на нашу переднюю половинку, находим нашу линию бочка и соединяем точкой Т2 с точкой D3. Так вот, соединили. Точка D3 и точка D2 должна у нас совпасть. Точка D3. Далее. На задней половинке прорисовываем кривую линию А3, С3. Из точки D3 провести вправо до пересечения с линией А3, С3 горизонтальную линию. Поставим точку А4. Находим отрезок С3, С7. На этом отрезке из точки С3 необходимо вниз к точке С7 отложить ширину, равную отрезку К3. У нас это 2,5 см в данном случае. Поставим точку С8. Соединяем точку С8 с точкой Б1. Соединить можно как плавной линией, слегка вогнутой, либо сильно вогнутой, так и прямой линией. Если мы хотим, чтобы у нас на задней половинке по краю шли фестоны, тогда прямой линией. Если мы шьем просто из эластичной ткани и не хотим, чтобы были фестоны, мы можем эту линию сделать более вогнутой. Вот таким вот образом. Можно будет более сильно ее также выгнуть. Итак, как видим, все довольно просто и легко. Передняя половинка, задняя половинка. Отрезок B1, C8, линия проймы для задней половинки. Она может быть как более вогнутая, либо прямая для фестонов. С тобой была Мария Арбадоева, это канал Арбадоева Шьем Вместе. Если видео было полезным, ставь лайк, нажимай колокольчик, подписывайся, оставляй комментарии. Ну а на сегодня все, пока!